начале 20-го столетия Российская империя была одной из крупнейших стран мира и переживала бурные преобразования. В 1917 году в ходе революционных событий она прекратила свое существование, а ее символы и порядки ушли в прошлое на долгие годы. Сегодня нашему обществу усиленно навязывается облагороженный образ монархической России, а дореволюционным событиям дается крайне специфическая трактовка, идущая вразрез с историческими фактами. В этом видео мы раскроем вам правду о том, кому выгодна эта ложь, и разберем самые популярные мифы о царской России. Миф первый. Российская империя была промышленно развитой страной. Промышленный рост в России начала 20 века обуславливался развитием капитализма, которому способствовала крестьянская реформа 1861 года, а также массовое проникновение в экономику страны иностранного капитала промышленно развитых держав. Однако сам процесс капиталистического развития был очень длительным, и, несмотря на относительно высокие темпы роста промышленности, в 1913 году Россия оставалась преимущественно аграрной страной, 80% населения которой составляли крестьяне. Доля промышленного производства Российской империи в мире в начале 20 века составляла всего 5%. В то время как доля Великобритании равнялась 14%, Германии 15,7%, а США 35,8%. С началом Первой мировой войны слабость российской промышленности стала ощущаться особенно остро. Выяснилось, что российское производство было абсолютно не способно удовлетворить нужды русской армии. И если снарядный голод отчасти удалось решить сокращением количества артиллерийских орудий, то справиться с нехваткой винтовок смогли только путем закупок у других стран. Похожая ситуация была и в авиационной промышленности. За всю войну Российская империя произвела почти в 10 раз меньше самолетов, чем Англия или Франция. Танковая промышленность, появившаяся в ходе войны у стран Антанты и Тройственного союза, в России вовсе отсутствовала. В не менее плачевном состоянии находилось автомобилестроение. За весь период с 1909 по 1918 год в России было собрано чуть больше 600 автомобилей, а темпы выпуска редко превышали 70 автомобилей в год. В это же время промышленность Англии ежегодно выпускала более 34 тысяч автомобилей. Около 40 тысяч выпускалось во Франции, а в США только за один 1913 год было произведено более 500 тысяч автомобилей. Таким образом, несмотря на высокие темпы промышленного роста, в начале 20 века Российская империя по-прежнему оставалась промышленно неразвитой и отсталой страной, которая серьезно уступала по всем показателям ведущим капиталистическим державам. Миф второй. Сытая и изобильная жизнь крестьян в Российской империи. Феодальные пережитки, техническая отсталость, крестьянское малоземелье и частые неурожаи являлись причинами регулярного голода в Российской империи. Особенно значительным был голод в 1891 году, охвативший 17 губерний с населением в 36 миллионов человек. В стране критически не хватало продовольствия для продажи и потребления, а также корма для скота. Огромным было число смертей от самого голода и болезней, вызванных общим ослаблением иммунитета сельских жителей из-за хронического недоедания. В 1893 году ситуация с продовольствием вновь стабилизировалась, но это не означало, что жизнь крестьянина стала сытой. В дореволюционных очерках по крестьянскому вопросу, вышедших под редакцией профессора Мануилова в 1905 году, отмечалось, что в урожайном 1893 около 45 миллионов крестьян не были обеспечены продовольствием собственных наделов. В 1907 году недоедание становится хронической болезнью населения, и только 16% крестьян питаются с избытком. Голод 1900-1903 годов стал одним из самых масштабных в истории России. Его жертвами стали более 3 миллионов человек. Реальный охват этого бедствия долгое время был неизвестен, поскольку царская цензура строго запрещала писать об этом в печати, а слово «голод» в газетах заменялось на «недород»,
Однако, несмотря на все усилия царской цензуры, повсеместные восстания крестьян и рабочих не дали царизму умолчать об этом ужасном событии. По данным генерал-адъютанта Куропаткина, за 1902-1903 год для подавления крестьянских восстаний и выступлений рабочих только в Полтавской и Харьковской губерниях было использовано 200 тысяч солдат, то есть 1/5 всей русской армии. И это не считая сотен тысяч жандармов, казаков, урядников и полицейских. Всего же, по данным 4-й Государственной Думы, с 1901 по 1914 год царские войска более 6 тысяч раз открывали огонь, в том числе и артиллерийский, по мирным митингам и демонстрациям рабочих, а также по сходам и шествиям крестьян. Число убитых в результате этих акций оценивается в 180 тысяч человек. Последний массовый голод в империи произошел в 1910-1911 году, в то время как в странах Европы массового голода не наблюдалось уже около 100 лет. Примечательно, что страшный голод, жертвами которого становились миллионы людей, не помешал Российской империи стать крупнейшим экспортером зерна в мире. Не доедим, но вывезем. Эти слова, приписываемые министру финансов Вышнеградскому, отлично иллюстрировали состояние дел в царской России. Миф третий. В Российской империи у рабочих были большие зарплаты. По цифрам 1912 года, приведенных белоэмигрантом Солоневичем, народный доход на душу населения в Российской империи составлял 110 рублей. Тогда как в Германии при пересчете в рубли этот показатель составлял 300, в Англии 500, а в США 720 рублей. Средняя зарплата рабочего обрабатывающей промышленности составляла около 22 рублей в месяц. Однако многие рабочие получали на руки куда меньшую сумму, поскольку работала система штрафов, которая изымала из зарплаты немалые суммы за мелкие нарушения. Кроме того, значительная часть промышленного производства находилась в частных руках, поэтому единого уровня зарплаты рабочих даже в одной отрасли не существовало. Например, в текстильной промышленности заработная плата была выше всего в царстве польском и в среднем составляла 27 рублей в месяц, тогда как в Москве средняя зарплата рабочего в той же отрасли была 11 рублей. Вынужденные расходы рабочего класса были очень высоки. Большинство рабочих не имели своего жилья в городе и могли либо бесплатно жить в общем деревянном бараке, либо снимать маленькие низкокачественные квартиры, которые обходились более чем в четверть средней зарплаты. Тяжелый труд рабочих, приносящий хозяевам предприятий миллионы рублей, оплачивался крайне низко. Чтобы укладываться в месячный заработок, семье среднего рабочего приходилось довольствоваться только дешевыми товарами низкого качества. Миф четвертый. В Российской империи не было национального угнетения. Множество народов Российской империи подвергалось жестокому национальному гнету. Для них царизм ввел специальный термин – инородцы. Инородцами называли народы Северного Кавказа, Туркестана, Сибири, а также большинство других народов неславянского происхождения. В разряд инородцев также входили евреи, которым было позволено жить только на определенных территориях. Евреи не имели права вступать в дворянство и служить в армии офицерами. Народы Кавказа могли обучаться только на русском языке. Использовать родной язык в учебных заведениях запрещалось даже в общении между собой. Для осуществления жесточайшей эксплуатации малых народов царизм специально держал их во тьме невежества. Народы Сибири и Средней Азии, на которых наживались русские помещики и купцы, имели почти полную неграмотность. Их культура не развивалась, а языки не имели письменности. При этом положение русского народа, составлявшего около половины всего населения, зачастую не отличалось от положения инородцев. Русские рабочие и крестьяне были также угнетаемы русскими капиталистами, кулаками и помещиками, как и представители других народов. Единство веры, крови и почвы с представителями правящего класса не спасало русский пролетариат от бесправия и нещадной эксплуатации. Десятки миллионов русских жителей городов и деревень влачили жалкое существование, оставаясь в большинстве своем бедными и безграмотными. Такая лицемерная, шовинистическая национальная политика
приводило к закономерному росту национально-освободительного движения внутри страны, что стало одним из факторов будущего распада империи. Миф пятый. Общество в Российской империи отличалось высокой нравственностью. Неотъемлемой частью государственной идеологии была религия. Однако ее важное место в обществе и повсеместное церковное благолепие по факту никак не способствовали поддержанию высокой нравственности. Начало 20 века стало расцветом наркомании в Российской империи. Азиатский опиум, интенсивно поставлявшийся в Санкт-Петербург и Москву из Туркестанского края, быстро стал излюбленным развлечением золотой молодежи и других благородных особ того времени. Число наркоманов с каждым годом росло, однако царизм предпочел не замечать это явление. Как естественный порядок вещей воспринималась легальная проституция, жесткая эксплуатация женского и детского труда, а также пьянство. Под видом общественных бань активно развивалась мужская проституция. О своих впечатлениях от Москвы знаменитый писатель Лев Николаевич Толстой сообщал в своем дневнике следующее: «Вонь, камни, роскошь, нищета, разврат. Собрались злодеи, ограбившие народ, набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют. Народу больше нечего делать, как, пользуясь страстями этих людей, выманивать у них назад награбленное». Миф шестой. В Российской империи была создана эффективная система образования. Гимназии и университеты в Российской империи действительно давали качественное образование, а среди их выпускников было немало выдающихся ученых, которые внесли неоценимый вклад в мировую науку. Однако не стоит забывать, что обучение в этих заведениях считалось невероятной роскошью, недоступной для большинства населения. Единая система всеобщего образования в России отсутствовала. Основным видом учебных заведений в стране были церковно-приходские школы, но даже их катастрофически не хватало. К 1914 году на 1000 человек приходилось всего 59 учащихся, в то время как в США 213. По данным статистического ежегодника России, в 1914 году среди населения старше 9 лет грамотными считались только 27%. А 2/3 российских детей и подростков не имели возможности получить даже начального образования. С 1903 по 1913 год доля бюджетных расходов на образование увеличилась в 2 раза, с 2 до 4,5%. Но это не помогло решить серьезных проблем, связанных с массовой безграмотностью. По сравнению с развитыми странами, расходы на образование оставались по-прежнему мизерными. В пересчете на наши деньги Англия тратила на образование 2 рубля 84 копейки на человека, Франция 2 рубля 11 копеек, Германия 1 рубль 89 копеек. В России эти расходы составляли всего 21 копейку. Для сравнения, расходы СССР на образование в 1924 году составили 12% государственного бюджета. Даже в условиях гражданской войны и интервенции образование населения было приоритетом для советской власти. Только за 2 года, с 1918 по 1919, в стране были созданы 33 крупных научно-исследовательских института. К 1923 году число НИИ достигло 55, а в 1927 превысило 90. Результаты не заставили себя долго ждать. Благодаря колоссальным усилиям Компартии народ, еще вчера прозябающий в неграмотности, превратился в самую читающую нацию, а советское образование общепризнанно стало одним из лучших в мире и высоко ценилось за рубежом. Миф седьмой. В Российской империи не было предпосылок для революции. К началу 17 года общественные отношения внутри страны представляли из себя клубок противоречий, сильно обострившихся в ходе Первой мировой войны. Самодержавие стало терять опору среди всех классов, особенно среди рабочих и крестьян. Еще задолго до 17 года русское крестьянство стало испытывать острую нехватку земли, что вызывало постоянный недостаток продовольствия. Ситуацию усугубляло отсутствие механизации, массовая безграмотность, низкий уровень медицинского обслуживания и применение устаревших технологий выращивания агрокультур. Все эти проблемы не могли быть решены в рамках полуфеодального строя.
Промышленные рабочие испытывали гнет постепенно укрепляющего свое положение государственно-монополистического капитала, который вызывал противоречия между пролетариатом и буржуазией. Пролетариат, обреченный на крайне низкий уровень жизни, не мог больше мириться с эксплуатацией и добивался кардинальных преобразований. Обострение классовых противоречий усугублял и нерешенный национальный вопрос. Трудящиеся национальных окраин больше не могли терпеть царский шовинизм. Росло национально-освободительное движение, целью которого было расширение экономических и политических прав своих народов. Помимо этого, продолжавшаяся Первая мировая война стала вызывать недовольство у широких слоев населения. Рабочие, вынужденные терпеть усиление эксплуатации и перебои с продовольствием, устали от войны, так же, как и солдаты на фронтах. Феодальные пережитки, развитие капитализма, рост рабочего движения, нерешенный земельный и национальный вопрос, а также продолжавшаяся война являлись объективными причинами, толкающими страну в сторону кардинальных преобразований. В Российской империи революционная ситуация была вполне закономерным явлением. Аналогичные процессы протекали в Германии, Австро-Венгрии, Турции и других странах. Воспеваемая современной буржуазией процветающая Российская империя является не более чем мифом. С его помощью рабочим пытаются внушить мысль о том, что Россия не может развиваться без православной церкви, щедрого бизнесмена, благородного аристократа или мудрого царя. За навязыванием обществу идеализма и мракобесия скрывается лишь одна цель – укрепление власти буржуазии. Именно капиталисты заинтересованы в насаждении реакционной пропаганды, которая сохраняет их господствующее положение и облегчает эксплуатацию трудящихся. Поэтому, в очередной раз слушая сказки о сладкой жизни в дореволюционной России, которую якобы разрушили кровавые большевики, вспомните о том, кому это выгодно, и обратитесь к изучению настоящей истории. До связи!